Мир вам, дорогие подписчики и гости моего канала. Рада приветствовать вас в новом видео. Сегодня хочу предложить вам легкий узор для шали. И тем не менее интересный и красивый. Ну, в принципе, судите сами. Раппорт данного узора состоит всего из 2 рядов, поэтому справятся и начинающие. Мастер-класс будет подробным, как всегда, поэтому присоединяйтесь, будем вязать. Вязала я свою шаль из пряжи Alize шаль Симли. В 100 граммах у данной пряжи 460 метров. В состав входит 95% акрила и 5% металлик. Это та блестящая ниточка. Само полотно вязала из пряжи цвета номер 161. А вот бахрому, возможно, вы заметили, сделала другого оттенка. Это цвет номер 363. Крючок использовала 2,5 мм, но можно также использовать 2,75 или 3 мм. Итак, приступаем к вязанию. Делаем первую воздушную петлю и фиксируем ее. Далее набираем цепочку из 6 воздушных петель. Начинаем первый ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итак, вот наша цепочка из 6 воздушных петель. Делаем накидной крючок. И теперь в самую первую петлю на цепочке провяжем 3 столбика с одним накидом. То есть просовываем крючок в самую первую петлю, захватываем нить крючком, вытягиваем ее. У нас на крючке 3 петли. Провязываем 2 петли и еще раз 2. Накидной крючок. В эту же петлю провязываем второй столбик с накидом. Накид. И сюда же 3-й столбик с одним накидом. Теперь 2 воздушные петли. 1, 2. Делаем 2 накида на крючок. И в эту же самую петлю, в которой провязывали 3 столбика, провязываем столбик с 2 накидами. Итак, мы с вами провязали первый ряд. Начинаем второй ряд. Делаем 1 воздушную петлю. Вязание поворачиваем. И теперь вот в вершину этого столбика с 2 накидами, провязываем столбик без накида. 1 воздушная петля. Делаем накид на крючок. Теперь в предыдущем ряду у нас было 3 столбика. Вот в вершину второго столбика мы будем провязывать пышные столбики. Просунули крючок, нить захватили крючком, вытянули на высоту столбика. Придерживаем. Делаем второй накид на крючок. Также в эту же петлю просовываем крючок, захватываем нить, вытягиваем на высоту столбика. 3-й накид. Просовываем в петлю, захватываем нить, вытягиваем. Теперь берем крючком рабочую нить, просовываем сквозь все накиды, кроме первой петли на крючке. И провязали 2 петли вместе. Делаем 2 воздушные петли. Делаем накид на крючок. И теперь в эту же петлю провяжем такой же пышный столбик. Крючок просунули, нить захватили, вытянули на высоту столбика. Делаем накид, просовываем крючок в петлю, захватываем нить крючком, вытягиваем на высоту столбика. Делаем 3-й накид на крючок. Просовываем крючок в петлю, захватываем нить, вытягиваем на высоту столбика. Захватываем нить крючком, просовываем сквозь все накиды, 2 петли у нас на крючке. И теперь 2 петли провязали вместе. Так мы сделали 2 пышных столбика. Делаем 2 воздушные петли. И сюда же, в эту же петлю провяжем еще 1 пышный столбик. Также из 3 накидов. 1-й накид. 2-й накид. И сюда же 3-й.
Захватываем нить крючком, просовываем сквозь все накиды. 2 петли на крючке провязали вместе. Итак, мы сделали 3 пышных столбика. Теперь делаем одну воздушную петлю. Здесь у нас цепочка. На цепочке отсчитываем 2 петли, 1, 2 и в третью провязываем столбик без накида. Итак, мы провязали с вами сейчас второй ряд. Начинаем третий ряд. Набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вязание поворачиваем. Делаем накид на крючок. Теперь вот основание нашей цепочки, вот самая последняя петля, которая у нас была провязана, то есть в вершину столбика без накида предыдущего ряда мы провяжем 3 столбика с накидом. Первый столбик, сюда же в эту же петлю второй столбик и в эту же петлю провязываем третий столбик с одним накидом. Делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Вот наши пышные столбики в предыдущем ряду. В вершину второго пышного столбика провяжем столбик без накида. Теперь 2 воздушные петли. Теперь смотрим. В предыдущем ряду, в самом начале ряда, у нас был провязан столбик без накида. Вот в него мы провяжем 3 столбика с одним накидом. То есть так же, как в начале ряда мы только что провязали. Находим эту петлю, провязываем сюда первый столбик с накидом, делаем накид на крючок, сюда же провязываем второй столбик с накидом и в эту же петлю третий столбик с одним накидом. Делаем 2 воздушные петли, 2 накида на крючок и в эту же петлю провязываем столбик с 2 накидами. Так, мы провязали с вами третий ряд. Третий ряд — это у нас первый ряд раппорта узора. А раппорт узора состоит всего из 2 рядов. Сейчас будем провязывать второй ряд раппорта. Ну а по схеме это у нас 4-й ряд. Итак, начинаем 4-й ряд. Делаем 1 воздушную петлю, вязание поворачиваем. Теперь в вершину столбика с 2 накидами провязываем столбик без накида. 1 воздушная петля, накид. В четных рядах у нас идут пышные столбики. Так, у нас веер из 3 столбиков. Вершину второго столбика провязываем пышный столбик из 3 накидов. Сделали накид, вытянули петлю, второй накид, вытянули петлю второй раз, третий накид, вытянули петлю третий раз, захватили нить крючком, просунули сквозь все накиды и 2 петли на крючке провязали вместе. 2 воздушные петли, накид, в эту же петлю провязываем второй пышный столбик. Вытянули петлю, второй накид, вытянули петлю второй раз, третий накид и вытягиваем петлю третий раз. Захватываем нить крючком, просовываем сквозь все накиды
и 2 петли на крючке провязали вместе. 2 воздушные петли. Накид на крючок и сюда в эту же петлю провязываем 3 пышный столбик из 3 накидов. Провязали 2 петли вместе. Итак, провязали 3 пышных столбика. Далее делаем 1 воздушную петлю. В предыдущем ряду между 2 цепочками мы провязывали столбик без накида над пышным столбиком. Вот сюда же, в этот столбик без накида, мы провязываем столбик без накида. Вот так вот. Делаем 1 воздушную петлю и накид на крючок. Тут у нас веерочек. В вершину 2 столбика провязываем 3 пышных столбика. 3 пышных столбика с 3 накидами. Итак, первый пышный столбик. Захватываем ниточку, просовываем сквозь все накиды и 2 петли провязали вместе. Делаем 2 воздушные петли. Накид на крючок. В эту же петлю провязываем 2 пышный столбик. Вытянули петлю 1, 2 накид, вытянули петлю 2, 3 накид и 3 раз вытягиваем петлю. Просовываем ниточку сквозь все накиды и затягиваем 2 петли вместе. 2 воздушные петли. Сюда же, в эту же петлю, провязываем пышный столбик 3 из 3 накидов. Итак, провязали 3 пышных столбика, делаем 1 воздушную петлю. Теперь на цепочке в конце отсчитываем 2 петли, а в 3 провязываем столбик без накида. Итак, мы провязали с вами 4. Это у нас четный ряд раппорта. Будут четные и нечетные ряды. Неважно, сколько их будет. Это зависит от вас. Начинаем следующий 5 ряд. 5 нечетный ряд. Провязали цепочкой из 6 воздушных петель. Вязание поворачиваем. Делаем накид на крючок. Теперь в основании этой цепочки, в эту петлю, откуда начинается эта цепочка, провязываем 3 столбика с 1 накидом. Первый столбик, сюда же, 2 столбик, и в эту же петлю провязываем 3 столбик с накидом. Провязали 3 столбика. Далее делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Теперь наши пышные столбики. В вершину 2 пышного столбика провязываем столбик без накида. Далее делаем 2 воздушные петли. 1, 2, накид. Теперь в предыдущем ряду между веерами из пышных столбиков у нас был столбик без накида. В его вершину провязываем 3 столбика с 1 накидом. Первый столбик. Сюда же провязываем 2 столбик. И в эту же петлю провязываем 3 столбик с 1 накидом. Далее 2 воздушные петли. 2 пышный столбик находим, в его вершину провязываем столбик без накида. Делаем 2 воздушные петли.
конце ряда находим столбик без накида. В предыдущем ряду это у нас был самый первый столбик без накида. В его вершину провязываем 3 столбика с накидом. Первый столбик, сюда же второй столбик и в эту же петлю третий столбик с накидом. Провязали в конце веерок из 3 столбиков, делаем 2 воздушные петли, 2 накида на крючок и в эту же петлю, куда провязывали веер, провязываем столбик с 2 накидами. Так мы провязали уже 5 рядов с вами. Узор уже нарисовывается. И провяжу с вами еще один 6-й ряд. Это у нас четный ряд раппорта. Делаем одну воздушную петлю вязания, поворачиваем вершину столбика из 2 накидов предыдущего ряда, провязываем столбик без накида. Делаем одну воздушную петлю, накид на крючок, наш веер, вершину 2 столбика провязываем 3 пышных столбика с 3 накидами. Итак, первый пышный столбик из 3 накидов, две воздушные петли, в эту же петлю второй пышный столбик из 3 накидов, две воздушные петли и третий пышный столбик из 3 накидов в эту же петлю. Итак, 3 пышных столбика сделали. Делаем одну воздушную петлю. Здесь у нас между цепочками столбик без накида. В этот столбик провязываем также столбик без накида. Далее повторяем. 1 воздушная петля, накид, вершину 2 столбика предыдущего ряда провязываем 3 столбика пышных с 3 накидами. Первый пышный столбик с 3 накидами, делаем 2 воздушные петли. Сюда же провязываем второй пышный столбик с 3 накидами. Две воздушные петли. И сюда же провязываем третий пышный столбик из 3 накидов. Итак, 3 пышных столбика провязали. Делаем 1 воздушную петлю. И между цепочками столбик без накида провязываем также столбик без накида. Повторяем. 1 воздушная петля, накид, вверх, во второй столбик, в его вершину провязываем 3 пышных столбика. Если вам кажется, что я говорю слишком медленно и видео медленное, то, пожалуйста, облегчите себе, сделайте комфортно и поменяйте настройки в самом видео на YouTube. Измените там скорость воспроизведения, добавьте
чтобы было вам комфортнее. Итак, провязали сейчас уже второй столбик пышный, 2 воздушные петли, и сюда же провязываем третий пышный столбик. Первый накид, второй накид и третий накид. Провязали 2 петли вместе. Итак, 3 пышных столбика провязали. Делаем 1 воздушную петлю. Здесь у нас в конце цепочка. Из воздушных петель 2 петли отсчитали и в третью провязали столбик без накида. Так мы провязали с вами 6 рядов. Узор вяжется легко. Повторюсь, раппорт узора состоит всего из 2 рядов, четный и нечетный. В нечетных рядах у нас идут столбики, по 3 столбика с накидом веера, а в четных рядах у нас веера из 3 пышных столбиков. Далее вяжите столько, сколько вам необходимо для того, чтобы ваше изделие было вам достаточным по размеру. Чередуйте просто четные и нечетные ряды раппорта узора. Заканчивайте вязание четным рядом, то есть это должен быть ряд, состоящий из пышных столбиков, такой вот волнистый должен быть. И теперь покажу, как сделать обвязку по верхнему краю, как я сделала обвязку по верхнему краю. Также можно сделать обвязку, просто закончить нечетным рядом и обвязать поверху столбиками с накидом или столбиками без накида. Итак, показываю свой вариант обвязки. Делаем 1 воздушную петлю, вязание поворачиваем. В самую первую петлю провязываем столбик без накида. Теперь набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В вершину второго пышного столбика провязываем столбик без накида. Далее цепочкой из 5 воздушных петель, такая же. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь у нас между веерами столбик без накида. В него провязываем столбик без накида. И далее повторяем опять. Провязываем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В вершину второго пышного столбика провязываем столбик без накида. Также 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь столбик без накида. Также провязываем столбик без накида. И так вяжем ряд до конца. В этом ряду делаем цепочки из 5 воздушных петель и столбики без накида. Так, второй ряд обвязки. Делаем 1 воздушную петлю, вязание поворачиваем. В первый столбик без накида провязываем столбик без накида. Далее у нас идет цепочка. Под цепочку мы провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. В верхний столбик без накида просовываем крючок, захватываем нить, вытягиваем и еще раз вытягиваем через петлю на крючке, то есть сделали соединительную петлю. Теперь здесь будем делать пико. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Сюда же, в эту же петлю, в этот же столбик без накида
Просовываем крючок, захватываем нить и просовываем сквозь обе петли. Сделали вторую соединительную петлю. Под цепочку провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. В верхний столбик без накида мы делали пико, а в нижний столбик мы пропускаем сразу. Под следующую цепочку провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь у нас идет верхний столбик без накида. Провязываем соединительную петлю в него. Набираем 3 воздушные петли. И сюда же, в этот же столбик, провязываем еще одну соединительную петлю. Далее у нас идет цепочка. В нее также провязываем 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. И так вяжем ряд до конца. Этот ряд также легко вяжется, как и в принципе весь узор. Даже если вы вяжете в первый раз, это там слово пико, если вас пугает, ну, вы видели, что ничего сложного в этом нету. Так же, как и пышный столбик, кто вяжет их в первый раз. Несложно, все легко. В конце ряда, чуть не забыла про последнюю петлю, провязали 5 столбиков под цепочку, и у нас здесь есть еще столбик без накида. В него провязываем также столбик без накида. И все. Отрезаем ниточку, прячем хвостики. Итак, наше вязание будет окончено. Итак, теперь посмотрите на сам узор. За счет пышных столбиков он получается рельефный, но в то же время воздушный, мягкий. А узор густой, но нежный. В общем, напишите в комментариях, как вам вообще этот узорчик и как вам обвязка верхнего края. Как вы ее сделаете такую же, либо у вас будет ровная. В конце, как закончите, здесь можно сделать бахрому, либо по одной ниточке, либо кисти приделать, как вам уже удобнее. Также можно сделать из цепочек. У меня есть на канале плейлист с вариантами бахромы. Посмотрите там. Как обычно, прикрепляю здесь полную схему данного узора. Но рекомендую пройти на социальные сети. Можете сделать здесь, конечно, скрин экрана, но там качество будет лучше. В описании под видео, также в описании самого канала есть ссылочки на мои социальные сети. Там оставлю данный узор в хорошем качестве. Также там найдете другие схемы по моим предыдущим мастер-классам. Ну и, надеюсь, последующим. На этом наш мастер-класс окончен. Пишите в комментариях, понравился ли вам этот узор или, может, не понравился. Будете ли вы его вязать. Как вам вариант обвязки, какую вы сделаете. Не забудьте подписаться на канал. Нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропускать новые видео. Ну и поставьте лайк, если вам понравился данный узор. На этом все. Буду с вами прощаться. Если что-то я забыла здесь упомянуть, то обязательно напишу в описании под видео. Также пишите в комментариях. Будут вопросы, пишите в социальных сетях. Если у вас возникли какие-то сложности, будем разбираться. Делайте фото, где у вас возникла какая-то сложность, присылайте. И будем все решать. Все, до скорых встреч!